Уже почти середина нашего путешествия. По поводу еды хочу сказать. Ну, думаю, уже картинка видна. У нас завтрак, ужин. Завтраки ни о чем. Я не знаю, 3-4 звезды, чем отличается. 5 не знаю. Яйцо, пару яиц, тройку, если успел схватить. Квадратные круглые блинчики с вареньем. Сыр в треугольничках, чай, кофе. Все. Я просто набиваю желудок. Я не получаю удовольствия никакого. По поводу обедов, как мы заезжаем, средний ценник 150 дирхам. Было меньше, где-то было больше, не больше даже не было. У них делается так. Меню, комплексы. Комплекс состоит из разных, грубо говоря, 3 составных. Как правило, это первое, это суп либо салат, второе это горячее, там мясо любое. И третье это овощи, либо пудинг какой-то. Чай, пиво, кола это отдельно все. Пиво, как правило, это 4 дирхама, там 0,24, по-моему. Вино, по-моему, 0,37, оно где-то в районе то ли 7, то ли 8, не помню. Как правило, здесь надо оставлять чаевые, примерно 5-10 дирхам, ну 10%. Были кафешки, где прям нагло написали, сколько мы за чай должны. Этот чай мы не собрали со всех, и он еще стоял, возмущался, что мы это самое ему должны. Не отпускал. Были кафе, были четко под сумму. Вот, допустим, у меня было там 90 дирхам, я даю 100, не десятку отдают. Так что так, сейчас поедем дальше. Вот моя тема, киностудия. Первая из 3, по-моему. А, это музей, кино. Ну, в общем, киностудия здесь старинная. Посмотрим, какие фильмы здесь снимались. Для одного фильма, да, и для другого фильма. Да. Они потом еще дорисовывают компьютерной графикой, потому что так-то видно, что дешевое, дешевое все. Это старое, это остался как музей. Здесь уже не снимают, да? Снимают, если что-то там. По мелочи. Пустота. Брут против Цезаря. Да, они потом подкрашивают, фильтра накладывают, получается более богато. Именно где был закрыт гладиатор. Да? Вот. Здесь, когда он договаривался с неграми, всегда. Двери, они вот железные, есть части, которые деревянные. Собственно, Назарета тоже снимали, тоже в этой части. Как камеру поставить, как свет сделает. И сразу раз и другая картинка классная. А так вот ходишь, конечно, вообще не впечатляет. Вот искусство кино, что значит. Правильный свет, правильную камеру покрасить и все. Да. А вот самолет, который, смотри. А вот самолет. Самолет использовался. А это служили 2 товарища. Кончен бал. И у меня кончен бал. Мотор заглох. Ураган. Это был ураган, они были на самолетах. А это где? В Мумии, что ли?
Он уже старый, уже поломанный. А у меня руки туда не влезут, у меня большие. Ладно. Есть гвоздик? Тут проволочка закрученная. Все, наши пришли, разбираются. Иногда, да, снимаю здесь. Редко, но снимаю. Да, а вот так вот ходишь, такая дешевка. А в фильме смотришь, так богато. Киностудия «Атлас» осталась еще. Это Атлас киностудия, да? Но это «Атлас», это они здесь раньше, потом они большую построили. Самую большую, я так понял, на африканском континенте. Киностудия. А это музей из этого сделали, где мы ходим. Это Казба, главный дом богатеев. Там поменьше, заброшенный уже. Может туда подняться, но, наверное, не будем что там делать-то. Были в киностудии, вернее, уже в музее. Там, видимо, жили когда-то звезды все в нашем отеле. Здесь покупаем билеты, заходим просто в площадь, делаем по фотографии и заходим туда. Это искусственный, это сделано. Просто показывают, как дома были, этот дом такой стиль, этот дом такой стиль. Если вы интересуетесь, это или вот зайдем еще в старом городе посмотрим. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world, good world going bad. Подъезжаем к студии «Атлас». Вот 80 дирхам, $8. Программа это не входит, но мы решили. Как я без этого? Бенгуровский тачанка. Я ничего не делаю. Так делай что-нибудь. Да я стараюсь. Это вам не «Звездные войны». Turn over news, a sad state of affairs. Half the people die while the rest of us are splitting hairs.
It's a good world. Good world gone bad. Возвращение мумия. Последний фильм Тутанхамон. Царств Небесный снимали, да? Здесь снимали фильм «Царство небесное». Тот замок? Да. Даже только впереди сейчас. Клеопатра? Не помню. Рынок рабов в фильме «Гладиатор». Моисей, да? Надо посмотреть. Вот опять про Моисея. Дом Моисея. Знаешь, Дмитрий, посмотри. Храм Абу-Симбел в Египте, где снимали Обеликс и Астерикс. Видно даже сфинксы такие с голова крокодилей, такие приколы были. Миссия Клеопатра. Сфинксы такие голова от крокодила, от барана и так далее. Ну давай, достань меня.
Хермес? Реклама часов Хермес. Целая студия. Подойдите ко мне. Во-первых, мы с Руфусом благодарны за то, что вы пришли. Друзья, вперед! Творить историю. Вы здесь? Здравствуйте. Вот место, где снимали вот фильм «Кундур» и много фильмов китайских. Китайский стиль, как в Тибете, как в Китае. Здесь, когда снимали этот фильм, даже привезли из Китая около 300 человек, китайцев. Они не могли сделать косметику местную, чтобы сделать их как китайцы, честно. Вот. И вот тогда снимали, и у большой внутри есть декорация, как храм, как книги, там даже стояли вот эти книги китайские, старые. Мы это увидим внутри, конечно. Что там, Лех, книжки изучаешь? Ну что пишут? Все хорошо? Открыть не смог. Все не смог, да? Это надо в воду положить, чтобы просто... Сколько весит? Килограмма 3. Nice movie. Kundun. Здоровая. А, вот, Кла. С павильонами уже такими серьезными, внутренними. Это специальность такой. Первый раз у нас такая служба остановила. Техническая служба. Да, он колеса проверяет. Это вот наш водитель, почти Джейсон Стэттем. Проверить документы. Давление меряет все. Остановочка у нас очередная, шикарная, недалеко от студии. Глиняный город, я так понял. Название глиняного города сейчас продиктует наш гид. Добро пожаловать в Марокко. Это есть у нас глиняный город, Да. называется Эйц бен Хиддо. О, Это он попал уже по торговлям пути. В тех времен здесь жили и евреи, и арабы тоже. И занимались торговлей с местными жителями и кочевники. ага. Они прошли по этой долине идут до Маракеш. Ага. Идут даже из юг, из Сахары. И когда вот торговцы прошли 52 дня через пустыню Сахара, попали уже в этой долине. Сначала отдыхали, а потом продолжали путь по этой пути до Маракеша, из Маракеша в Сауэра, и тогда встречали корабли от торговцев. Глиняный город, он же стал сейчас под защитой ЮНЕСКО с 1987 года. Вот, и стали снимать в него кино, стараются оставить его, как он был. Сейчас мало семей в него живет, около 10 семей. Там просто показывают туристы и так далее. Наставили каких-то лавочек. Весь интерес пропадает. Настоящие камни, старинные дома. И вот такая фигня здесь. Куарзаза. А я так понял, вот этот Куарзаза, это вот этот город, где мы ночевали, да? Ну, он читается либо Варзаза, Да, да. либо Варзаза. Ага. Декорации Atlas Studio еще не все, чем может удивить путешественников в марокканский Голливуд. В нескольких километрах от Ouarzazate находится, пожалуй, самая впечатляющая кинолокация — древний Ксар Айд бен Хадду, имеющий историческую ценность и находящийся под охраной ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия. Почему режиссер выбирает именно Марокко? Во-первых, получение разрешения на съемку без лишних проволочек. Во-вторых, отсутствие проблем с набором статистов, в качестве которых, судя по масштабу массовых сцен некоторых кинокартин, побывала уже половина марокканцев. В-третьих, разнообразие природных ландшафтов и климатических зон, древняя архитектура. Ну и в-четвертых, марокканцы способны в короткий срок построить любые декорации от древних храмов в натуральную величину до небольших поселений с улицами.
Пошли! Дома под номерами или... А, номер счетчик. Я наконец-то нашел место съемки гладиаторского боя. Лайфхак вам, туристам. Ценник, видите, в 2 раза сразу скидываете. И тогда начинается торговля. Да, это Z, да? А вот это что тоже похожее? Это Z. Z в другом. Берберский алфавит. Ага. Если бы еще английские были буковки хотя бы. Всего несколько лет назад в Марокко наконец-то был принят закон, по которому берберский язык был признан на уровне государственного языка, как арабский и французский. И теперь вывески многих городов, знаки на дорогах содержат все 3 языка. Берберский алфавит очень древний. По поводу его происхождения, как и берберов в целом, идутся ожесточенные споры среди историков и лингвистов. И что теперь? Черт. Надо посмотреть и «Игры престолов», тоже похоже. Ну, как бы там дорисованы стены. А слева будет видно железный дорожный вокзал, город Марракеш. Это уже старый, почти уже должны строить другой для скоростной поезд. Скоро будет скоростной поезд из Казабланка в Марракеш. Все строит по-современному, обязательно марокканский характер, по арке и все такое. Марокканская архитектура по-современному. Они что-то все поменяли, там 2 или 3 отеля. Я не знаю, почему это связано, надо у него спросить. А сейчас опять едем в какую-то жопу.
Марракеш. В прошлом, кстати, Марокко так и называлось. Дело в том, что старый город Марракеша окруженный крепостными стенами, а слово «укрепленный» переводится как «маракуш». Старая часть города, в таких восточных странах ее называют Мединой, целиком причислена к всемирному наследию ЮНЕСКО. Но главное сокровище Марракеша – сады и парки. Ну что, мы в городе Марракеш. Вот такой империал у нас плаза. Отель СПА. Марракеш. Туристический центр Марокко. Дома может краситься только в красно-коричневый цвет. Но, правда, немножечко далековато как-то от центра. Но зато здесь по букингу больше звезд. Здесь больше всего блатных гостиниц. И вообще гостиниц, торговых центров и так далее. Сколько, 5 звезд, что ли? Не могу понять. Бассейн наверху, на 7-м этаже. Или на 6-м. Вот такой вот вид. Но не в центре. Вот 6-й этаж гостишки нашей. Утречко. Вот все дома вот такого цвета должны быть обязательно. Коричневого, такого розового. По-другому здесь нельзя. Не во всех обменниках меняют старые доллары. С 2006-го только купюры. Во многих даже. Так что аккуратно. Сад Мажорель, улица Ив Сен-Лоран. Тоже известный как из главной достопримечательности города Марракеш. Надо все обойти. Все, 45 минут с ума сойдешь. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my. Обелечивают за дополнительную плату. Зайти в берберский домик, еще билетик. Ну что это за... Now I'm lost. Красочку да, можно купить. Вреденькую, $25. Чтобы был вот такой колор. А без этой баночки я такой колор не соберу. Куда мне? Вот этот оттенок синего официально зарегистрирован как синий Мажорель. Этот сад создал французский художник Жак Мажорель, который влюбился в Марокко и в 1923 году построил в Марракеше виллу, где жил и занимался творчеством, а вокруг дома разбил сад. Художник обожал растения и на протяжении почти 40 лет собирал их по всему миру. После смерти художника в 1962 году сад начал приходить в упадок, пока в 1980 году его не выкупили модельер Ив Сен-Лоран, его друг, второй основатель модного дома Пьер Берже. Везде вот такие сейчас покажу таблички. И Мексикана, Перу, Америка и так далее. Но вот из-за кактуса вот стоит. Сейчас в саду установлен мемориал Ив Сен-Лорану. Великий кутюрье умер в 2008 году в Париже, а его прах потом был развеян над этим садом. Дамы и господа, будем ехать в гостиницу «Ла Мамония», очень старая, в 1921 году, как ее открыли. Но изнаружи ничего не видно, все тоже сделано в таком марокканском стиле, там дизайн очень хороший внутри, есть даже казино. Вот она справа, где был Уинстон Черчилль. Вот. Но изнаружи, конечно, тоже ничего не видно. Здесь были сады от принц такой, Аль-Мамун, Мулей Аль-Мамун. И сад был старый, вот даже в 17-18 веке. Вот начало водопадика, такого же, как и там. Тут водяные мельницы первые.
we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Это считается самый большой водопад в Марокко. Ну и самый красивый, естественно. You and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep. Этот водопад получил название Рузу. В переводе мельница, как я говорил. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Сидим вот тут вот внизу. Очень все шикарно. Солнышко светит. Как же хорошо. Не надо. Не надо. Мы сейчас будем все мокрые. Давай. Давайте мы вашим этим крылом. Такую погоду высохните. Давайте поменяем. Хорош. Не надо, не надо. Давай. Во-во-во. Ваше здоровье, да. О. Советую, особенно на лодочке. Лодочка стоит 20 дирхам, то есть $2. Люди стараются. У нас попался классный лодочник, правда глухонемой, но веселый. Очень классно. Нам дали козлятину. Давно хотели попробовать.
3 куска, в принципе, таких больших козлятин. Остальные картошка, лук, причем такой, по-моему, карамельный, морковка. Вода входит. Вместо салата там рис, что-то, оливки, маслины. 85 на человека. Мяса мало, но вкусно. Эта площадь раньше называлась Смелля. Соль. Здесь стояли кучки соли, торговали. Потом поменяли название на Мир. Это марокканские евреи. Это тоже годовые один из Маракеш, кожа козлятина. А это вот кожа от верблюда. То здесь как барабан. Слышите, да? Как убил? Вот. Это дерево от этот колючее дерево такая. Стерсера, это чему-то тоже. Слышите звук, как меняется? Вот, когда он снимает ее, когда? Самый главный звук, это вот джаз, блюз марокканский, джаз. И вот он играет, видите, он бьет струны и барабан одновременно, как контрабас. А это вот джаз. Как я уже говорил, благодаря яркому цвету домов Марракеш, древняя столица Марокко, часто называют красным городом. Еще существует две версии происхождения названия города. Общепризнанная предписывает переводить слово Марракеш, точнее Марракеш, берберского как красный, прекрасный. Вторая версия тоже имеет право на существование. Еще на одном из берберских диалектов Марракеш означает обращение к путнику, перевести который на русский можно «не проходите мимо». В дворец красавиц ходим. Вот такие вот билеты включены. 70 дирхам получается. Пятница не выходной, оказывается, не выходной. Да, Давида. Видно, да? И здесь ничего не написано. Рисунки только. Посмотрим со стороны. Это вот марокканская каллиграфия, называется куфи. То здесь ждали, например, мусульмане здесь или араб, а еврей там берберы, там другие нации. А чтобы не стали ругаться в одном месте. Потолки, они из дерева кида. Из дерева, краски все натуральные, зеленые, там яркие. Здесь всегда прохладно. Зимой закрывает опять здоровый. Открывает только маленький. Классно. У них запрещено рисовать людей, животных. Нигде не увидим. Тусили. Здесь наложницы тусили. А здесь охранник.
И наложниц. Все у наложниц, как у нормальных девчонок. Дерево джакаранда. В мае становится вся фиолетовая. Вон там она. Так, мы в мечеть. Отражается искусство еще по-другому. Так делают даже в большие мечети. Вместо микрофона, вместо колонки, такие места, не бывает там проходит сюда, и там начинает читать. Там читать. Здесь школы ученики сидели, а вот здесь мыли доски, так как писали мелом, так как нельзя канализацию спускать, грубо говоря, слова Корана. Вот 3 президента взял. 100 дирхам. Где ты такой нашел? Дали. Если попадет, это да? Зеленый марш, когда ходили среди Сахара с флагами. Ну и что? Я не украл. Мне Тарик дал. Редкая сотка. Витражи — символ богатства. А вон там стояли слепые музыканты, играли. Обязательно слепые, чтобы не видно было, что он делает. Статус имперского города, основанный в 1062 году, дан Марракешу не случайно. Третий по величине город Марокко, давший имя всей стране. Его окружают оборонительные стены красного цвета, простираясь на многие километры, с множеством ворот и башен. В старейшем районе Медини, второй по величине после Фесты, о которой я рассказывал, расположена самая масштабная в Африке площадь, название которой переводится как «Собрание мертвых» и является напоминанием о казнях, проходивших здесь в 13 веке. Вот эта площадь отрубленных голов. Здесь раньше казнили людей, как место тусовки получилось. И заодно здесь начали стекаться все заклинатели змеи, вот эти фокусники. Лучше сразу договариваться. Допустим, договорились на 10 дирхам с ним. Договорились, все, по рукам ударились, все. Если не договорились, он тебе предъявит полтинник. Даже если ты скажешь, нет, там такая буча будет. И снимать сейчас уже нельзя. Будут сразу тебе схватать за руки и говорить: давай деньги. Буду пытаться как-то перевернуть камеру, не знаю. Над ней возвышается мечеть Аль-Кутубия, которая стала образцом для всех марокканских минаретов в соотношении ширины и высоты 1 к 5. Сооружение возводилось дважды. Первый раз в 1147 году первый правитель династии Аль-Мохадов затеял строительство, а по окончании выяснился абсолютно неприемлемый для религиозной постройки факт. Мирхаб, нишу в стене мечети, неправильно ориентирован на Мекку. Султан жестоко расправился с архитектором, разрушил созданное им творение и приказал строить заново. Просто считается главная молитва. Вон сейчас никто никуда не подевается, вон колоночки. А раньше, тут 77 метров, по-моему, мула подымался. А если старый мула, вот здесь вот они вот так вот по кругу, по спирали, на муле поднимались туда наверх. Вот другая сторона. Большая разница. Каждая сторона отличается.
Во второй раз за 15 лет, с 1184 года по 1199 год, указание было выполнено. Заканчивал строительство уже его внук. Говорят, что 3 шара на вершине Кутуби – дар жены Якуба аль-Мансура, приплавившей свои украшения в искуплении своей провинности. Во время Рамадана она съела 3 виноградины. Эта легенда распространилась далеко за пределы города и долгие века приносила ему немало неприятностей. В Марракешу постоянно приходилось отражать набеги охотников за золотыми шарами. Каково было бы их разочарование, если бы они достигли цели? Относительно недавно выяснили, все шары отлиты из позолоченной меди. Тарик привез нас в аутентичную кухонку. Кафешечку. Там дырочку с настоящим баранинкой. Это кумин, даже показали тоже в берберской аптеке. Это соль и кумин. Там ни специи, ничего. А что здесь? Покажи, что жрать. Вот эта куча мяса по 80 человек, по $8. Вообще шоколадно. Просто. Супер место. Что хочу сказать, погуляли по центру Марракеша, вот, сейчас вот залезли на верхушечку, у нас до 7 часов свободное время, ну, вот здесь вот бассейненько, вот здесь Дмитрий хулиганит, говорить нельзя здесь, но не уверен, курить можно, пить вроде нельзя, но... Нельзя свое. Там бары, сиди в баре. Короче, я хотел рассказать про обмен валют. Вот Тарик говорит, что каждый день курс меняется, а я все равно заметил закономерность. Везде доллар, как стандартно, везде практически одинаковый. 106. А вот евро везде было 105 там с копейками, а здесь 108. 185. Разница, конечно, наверное, не совсем, ну, не очень большая, но вот если евро там, евро здесь большая, но мне такое ощущение, что это потому, что здесь как бы туристический центр всего Марокко. Здесь, наверное, больше европейцев. Из-за этого евро вот так вот. Ну, мне так кажется. Логика есть, Димай? Не уверен, но свое наблюдение. Без разницы. Вот, ему без разницы. Он уже отдыхает, загорает. Все. Ёпты! Охренел, что ли? Ты с ума сошел? Короче, десятку вот это стоит маленький. Прям натуральный, реально. Долго давили они. С горчинкой, все как положено. Вот у них так чай наливают, чтобы типа кислород попал, набрался кислородом. Вот он, Макдональдс, наконец-то мы в очередной стране увидели эту радость. Идем попробовать местный мак. А вот здесь вокзал. Очень все красиво. Вот здесь вот так вот ночью. Вокзал, никто туда не просветит. А ты заходил, да? Да. Welcome. Это вокзал. Это вокзальчик, очень симпатичный. Все поезда с третьей платформы. Вот Димарик выпил вискарик и обратил внимание.
Вот у них туалет, а вот место для молитвы есть. Тут же рядышком. Видите, стоят, сзади не спал снимать. Возможно, забанить на ютубе, это запрещенка. Не то, что вот Дима там пиво открывает. Ари, 3 сыра, трипл чиз. Пацаны, видели как? А где там котлеты? Что-то какой-то маленький. Ну я взял Royal Deluxe за $4,2.